Так, ну начинаем. Митя, ты готов? Ну, наверное, я не знаю, что. Да. Всем привет. Это Web3 Voice. И у нас сегодня в гостях Митя Горошевский. И он сегодня проведет нам воркшоп по GOSH.AI. Митя, давай начнем с того, что такое GOSH.AI, какие проблемы он решает, как он это делает и как в этом процессе блокчейн э, завязан. Расскажи, пожалуйста. Да, привет. Так, ну, как бы, во-первых, не я не один тут. Тут еще Роман с нами присутствует, Матусевич, который мне, ну, как бы помогает, со мной вместе делает э, последние там несколько недель все это. Вот, значит. Кстати, вообще кто-то что-нибудь знает про что-нибудь про это или все с самого начала? Конечно, То все есть с мы самого как бы начала. Мы всё с самого для, начала. да, новых Ну, зрителей я это обязательно. окей, хорошо. Ну, я как бы расскажу вообще, откуда это все получилось, наверное, быстренько. И потом, что это такое, потом будем показывать. Рома будет показывать, собственно, настройку сервера и как бы как его запускать, там, как его настраивать и так далее через тулзу, которую он лично делает, 2, точнее. Ну, на самом деле больше, но показывать мы сегодня будем 2. Gosh CLI и GOSH-агент. Вот. А я буду показывать потом GOSH.Pi. Это, собственно, такая терминальная среда, как бы общения со всем этим делом. Вот. Короче говоря, как это все, значит, откуда все взялось. Это месяца сколько назад? Наверное, сейчас конец мая, апрель. Ну да, ну, в общем, ровно 3 месяца назад, наверное, я в рамках ну, агентского ресерча, поскольку как бы я всегда считал, что Аки Наки должно подойти больше всего под агентский use case, ну, точнее, не больше всего, один из use cases Аки Наки – это был агентский use case. Но дело в том, что когда я об этом начинал думать, то никаких агентов, по сути, еще не было. То есть было только понимание того, что, наверное, когда-нибудь они будут. Ну и, честно говоря, я думал, что они будут года через 2 где-то. Вот. Но все завертелось, как мы все знаем, намного быстрее и произошло намного раньше. Вот. Ну, не могу сказать, что это прям произошло, но неважно. Сейчас, наверное, это отдельная философская тема. Неважно. В общем, в любом случае появился Opus 4.6 на тот момент, 4.5, 4.6. И ну и это пересекло некоторую границу, после которой вообще этой хренью, ну, стало как-то можно пользоваться. Потому что до того, ну, как бы все там ChatGPT, которым я пользовался последние там сколько лет, сколько он существует приблизительно, он, ну, как бы я много пользовался, но это в основном было для ресерча. С точки зрения программирования он ничего не мог, по сути, почти совсем ничего. Ну, и тут антропик я уже даже не говорю. Вот. Ну, это я так свою точку зрения высказываю. Короче, никакого продакшн-кода на этом сделать было нельзя. А вот начиная с где-то, ну, вот с выхода там опуса, я не помню, 4.5 или 4.6, ну, в феврале то, что вышло, с этого момента этим более-менее стало можно пользоваться. И как бы, ну и, конечно же, все ускорилось, и как бы я должен был начать думать относительно того, как мы уже надо, короче, переворачивать. Оказалось, что надо переворачивать агентов намного быстрее, чем я думал. Вот. И как бы, ну, я подумал, что, наверное, надо сделать какой-нибудь мультиагентский, какой-нибудь, я не знаю, какой-нибудь там кло, если вы понимаете, о чем я. И как-то его использовать для агентов. Ну и начал это делать все, и где-то недели 3 я это делал.
А, и понял потом, что нет, так это работать не будет вообще, от слова совсем никогда. Вот. Говорит, ну да, это все хорошо, что есть КЛО, и что можно привернуть как бы всякие интерфейсы к агентам. Но дело в том, что эти агенты, к которым ты приворачиваешь интерфейсы, они вообще не работают нормально. Ну, то есть это, конечно, можно там, ну, это приблизительно как делать роботов на Андроиде или какая-нибудь такая вот хрень. Как бы да, конечно, это все очень весело и забавно, и он даже делает вид, что он пишет какой-то код или что-то еще такое, но это все такое, ну, немножечко кустарно-детское такое. Вот. То есть нормального use case за этим не стояло. Стояло много как бы возможных экспериментов, но нормального use case я за этим не увидел. И мне показалось, что самое главное, чего не хватает для того, чтобы эти нормальные use cases появились, это не очередного мультиагентского харнеса, не очередного там какого-то взаимодействия между агентами, я не знаю, и какого-нибудь очередного файла там skills.md, собственно, организации агентов вокруг данных, а не вокруг workflow. Вот. И вот эта мысль, она как бы с тех пор меня не покидает, и я стал делать совсем другое, не то, что планировал. Потому что я понял, что если я этого не сделаю... Ну, я посмотрел на то, что есть в этой области, и я понял, что этого нет, ничего такого на самом деле. То есть как бы такие потуги, они последние там какие-то год-полтора, они существуют на рынке. Это системы memory для агентов, всякие MEMO, MEM0, там и прочие, но с ними все было очень плохо, или там тот же RAG, ну, это векторные базы данных, которые на эмбеддингах работают, и которые просто все это очень давало неточный результат. То есть как бы ты можешь построить что-то вокруг данных, но это что-то будет очень плохо работать, потому что данных оно этих не видит нормально. Вот. И, короче говоря, значит, ну и все. И вот с этого момента все, да, все пошло немножко в разнос, потому что я перестал спать практически, потому что оказалось, что это очень большая задача, и она не то чтобы до сих пор решена, мной в смысле, но во всяком случае что-то такое уже, чем таким уже можно пользоваться. Значит, короче говоря, что это все такое, что такое GOSH.AI? Это как бы агентский харнес, который построен вокруг memory, вокруг памяти, которую эти агенты между собой шарят. И да, и к вопросу, ну, короче говоря, значит, сейчас мы покажем, как это приблизительно работает немножко. Надеюсь, ничего не сломается. Вот, но я стал делать эту memory. Значит, я эту memory опубликовал сколько, Илья, недель назад, я уже не помню, 3, 4. Ну, по-моему, месяц. Ну да, где-то месяц назад. Ну, по-тихому, я ничего не раздувал из этого такого особенного. Вот. Но это как бы семантическая агентская память. Это такая штука, которая умеет принимать на вход документы, разговоры и кодовую базу пока что, 3 вещи. И умеет извлекать из нее факты семантические, ну, как бы сказать, по-научному, семантические структуры. И с другой стороны, есть агенты, которые могут, используя эти семантические структуры, искать контекст в этой базе. То есть, по сути, они получают доступ как бы к базе данных. И я знаю, что сейчас все скажут, подождите, вот же есть, как они там, эти обсидианы, эти вики МД там и прочая вот эта вот вещь, которую как бы продвигает там Карпаты и все остальное. Да. Но это все, да, но это все не работает от слова совсем. То есть оно работает обсидианы. Ой. То есть оно как бы работает очень плохо, потому что, собственно, оно ничего не ищет. То есть
ну, как бы оно может найти документ, и этот документ засунуть в окно модели, но это не то, что надо, потому что, и вот тут вот главная как бы парадигма заключается в том, что окно модели, любое, ну, окно агента, окно памяти агента, оно как бы имеет конечный, ну, оно имеет предел. И этот предел, как бы вы его, ну, вы не можете раздвигать его бесконечно. То есть, ну, вот там у кодекса на модели ChatGPT 5.5, там окно 257, да, тысяч токенов. У Клода модель, ну, типа 1 миллион токенов, но есть проблема. То есть, во-первых, приблизительно 1 миллион токенов – это где-нибудь приблизительно предел, но там есть всякие техники, которые позволяют там вот вроде бы сейчас его раздвинуть немножко. Но дело в том, что там есть, как бы сказать, компьютер-теоретический предел, потому что раздвижение этого окна, оно квадратично усилием. То есть каждый следующий, грубо говоря, шаг – это квадрат от предыдущего по компьютеру и по всем остальным ресурсам, которые должен затратить. То есть очень быстро это превращается в экспоненциальную такую кривую, которая упирается в потолок. Ну, то есть она не упирается никуда, он просто упирается в бесконечность. Вот, и вы не можете растить это окно, короче говоря. Окно у модели никогда не будет раздвигаться линейно. Оно, короче говоря, чем дальше, тем сложнее его раздвигать, и оно вот заканчивается. Это раз. А во-вторых, внутри этого большого окна у модели начинаются глюки, где-то там в районе 70-80% этого окна она начинает деградировать очень сильно. И как бы больше перестает нормально соображать, то есть она перестает иметь возможность извлекать как бы факты из этого всего текста. Короче говоря, вот эта история про то, что вы будете загружать документы целиком в память окна, где вы там нашли вот этот документ, соответствует тому, что вам надо, и загрузили его целиком, это хорошо работает, когда у вас записочка там из 3 строчек, да, и этих записочек там 20 штук. Ну да, для вас это может быть там нормально, но если вы работаете над большим софтвер-проектом, например, ну, каким-то серьезным проектом. Собственно, почему мы серьезных проектов особо и не видим, написанных агентами, хотя казалось бы, да? Вот, и все пишут, как бешеные, никто не спит ночью, но почему-то больших проектов мы как-то не наблюдаем. Вот, да потому что ничего не работает на самом деле. Ну, потому что чем больше проект, тем хуже работает. Так вот. Вот. И загрузка там кодовой базы целиком или загрузка документов целиком, ну, просто работает фигово. Поэтому нужно что-то другое, то есть нужно загружать кусочками и относиться к окну бережно. Вот. А для этого вам придется сделать как бы memory. Но и вторая проблема, другие там почитайте, можно же просто базу данных поставить, и типа она будет искать. Проблема в том, что базу данных поставить вообще нельзя, потому что агент ничего не понимает про базу данных, и даже если вы научите его, что нетривиально в этой базе данных что-то искать, то для этого он должен знать, что искать. То есть он, как бы простой пример, у вас есть бэкэнд, вы как бы делаете там систему, у вас есть бэкэнд, и в этом бэкэнде у вас, ну, предположим, SQL какой-нибудь база данных стоит, да, и вы там делаете запрос какой-нибудь. Но вы знаете данные, по которым сделать запрос. Вы знаете формат этого запроса, вы знаете как бы всю семантику этого запроса изначально, и вы можете этот запрос детерминированно построить. Вот, но у агента не такая задача, он не знает детерминированно, как построить запрос, потому что база данных, она, ну, как бы бесконечна, по сути, и данные там не структурированы. И поэтому так не получится. То есть он просто не будет знать, какой SQL-запрос построить, потому что он не знает, что искать точно. Он как бы знает приблизительно, что искать. Поэтому для того, чтобы искать, ему нужна как бы семантика. То есть он языковая модель, и он должен искать как бы языковыми конструкциями. Ну, то есть там, ну, я привожу этот пример всегда, потому что это пример из такого дата-сета, который называется Locomo. Он дурацкий датасет, но у него есть один прикольный пример, который не решается никогда и никем. И пример это приблизительно такой. То есть там два человека разговаривают, одного зовут, кажется, Джон, и они долго там разговаривают, длинная беседа. И в этой беседе Джон там говорит, что он терял работу, там еще что-то. И в том числе он говорит, что у него толстые пальцы. В какой-то момент он говорит, что у него толстые пальцы. И дальше вот у вас есть такая беседа, у модели есть такая беседа, да, она где-то лежит. И вот модели задают вопрос, а какие проблемы со здоровьем вообще у Джона есть? Вот. Ну и все. На этом все приблизительно ломается у всех. То есть ломается
у систем memory систем, ломается у моделей, ломается у всех. Никто. Ну, и у людей, на самом деле, тоже, так если подумаете, тоже не очень хорошо. Ну, как вы, вот как вы с таким вопросом пойдете к базе данных, и что вы именно туда засунете в этот запрос? Ну, вы засунете, ну, что нам сможет построить какой-нибудь SQL-запрос, найди там все, там, health, там, тра-та-та, там, я не знаю, hard, ну, в общем, что угодно вы туда засуньте, вот обычно исходящие из этого запроса по health, ну, как бы какие-нибудь слова ключевые, да, и вы ничего не найдете. Вы ничего не найдете, потому что толстые пальцы не относятся ни к чему, ну, они просто не бьется ни с одним с этих запросов. Да. Вам нужно извлечь из этих данных семантическую структуру, которая бы связала толстые пальцы с ожирением, ожирение со здоровьем, и здоровье с вопросом о здоровье. Как бы, да? То есть, ну вот эта штука, которую я сейчас писал, это как бы semantic structure. Это семантическая структура. В общем, короче говоря, для того, чтобы LLM модель что-то искала, ей нужно семантический мост как бы вместо поискового запроса. То есть это семантический поисковый запрос. Вот. Но мы сегодня много, наверное, будем говорить про семантику. В частности, в применении к блокчейну, как бы. Но, в общем, вот такая история. Вот. Ну, в общем, делал я эту memory как семантическую как бы базу данных. То есть это база данных, которая как бы строит эти семантические структуры. И как-то, ну, довольно неплохо она работает сейчас. Она там, наверное, на некоторых бенчмарках, я прогнал ее на нескольких бенчмарках, всяких разных, в том числе на тех, которые обычные модели, там вот Opus 4.6, он на тот момент был там MSRS, да, этот бенчмарк, поиск иголки в стоге сена, ну, как бы там до 8 иголок можно искать, и она там, ну, она получает результатами, не помню, 92%, кажется. Это она в своем окне ищет, не в базе данных. Вот. Но я ей говорю, я такой думаю, почему бы не сделать это, и просто только вместо окна ты будешь искать в базе данных. Ну, вот, ну, то есть, вот этот же MCRS, как он там называется, забыл, бенчмарк, он у меня 99% выбил на модели типа Qwen 32B. Ну, то есть это, чтобы было понятно, это модель там в 30, нет, каких-то 1000 раз меньше, чем Opus. Вот. Ну, как бы окей, хороший результат, неплохой. Потом, ну, я прогнал там на всяких разных других бенчмарках. На некоторых лучше, на некоторых хуже она работает. Но в любом случае она там на первых позициях по всем бенчмаркам. И это мы сейчас не говорим. Вот вы, может быть, слышали, там Мила Йовович какой-то свою memory тоже запускал там несколько месяцев назад, недель назад. Вот. Но там вообще это, конечно, ну, как сказать, это жульничество, потому что она там, ну, то есть результаты брала такие, что типа у меня в топ-5 или в топ-10 попадает всегда 100% попадает в топ-5, например, нужный результат. Но в топ-5 нужный результат и у меня попадает 100%. Это не решение. Решение – это когда у тебя топ-1 нужный результат. Вот, ну, там просто подкручено. Как бы. Ну, они, правда, честно об этом пишут, честно пишут о том, что они нечестно считают. Ну, ладно. Нет, я имею в виду честный абсолютно бенчмарк, когда как бы единственный ответ – это там джаджем, ну, все согласно методологии бенчмарка. Вот. Ну, короче говоря, есть такая. Вот, короче, я сделал эту memory, она как бы, она что-то ищет там довольно хорошо. Она ищет, делает семантические структуры. Вот, она стоит денег, потому что, ну, в смысле, стоит денег не сама это, а стоит денег ее использование, потому что нужна модель, которая в начале стоит и в конце. То есть она как бы, ну, модель там дешевая, очень дешевая, там можно использовать всякие дешевые модели. Но понятно, что чем лучше модель, которую используют, тем лучше результат. То есть это модель, которая кладет в память так называемый, у него называется librarian, ну, библиотекарь, и дальше любая модель извлекает. Вы можете использовать одну и ту же модель, которую вы пользуетесь, и для одного, и для другого, это не проблема. Как бы, ну, в общем, можно экономить токены, просто использовать более дешевую для того, чтобы раскладывать эту семантику. Вот, короче говоря, значит, сделал я эту memory, и после того, как я сделал эту memory, ну, как бы сама по себе memory, я ее выложил месяц назад, но как бы как ей пользоваться, было не очень понятно, потому что, собственно, дальше надо было этих агентов как-то привернуть к этой memory. И да, можно просто взять тупо и
взять какой-нибудь код, взять какой-нибудь там кодекс. Это можно, это все работает. То есть можно взять и указать его как MCP-тулы и хуки. Это вот сейчас, может быть, даже Роман нам покажет. У него это работает в GOSH.агенте. Правда, мы не договаривались, что он это будет показывать, но вдруг, вдруг это работает. Вот, ну неважно. Да, есть, в общем, есть такая репозитория GOSH.агент на Расте написанная. Надо, чтобы кто-то замьютился, а то слышно, да. Вот. Короче говоря, но этого было, это не очень хорошо, ну как бы нормально работало в принципе, но этого не хватало, то есть нужно было идти дальше как-то, и нужно было делать какую-то оркестрацию, потому что то, как работает там ChatGPT или Claude Code сами по себе, ну, меня лично не устраивало от слова совсем, даже когда у них появлялась память. Вот поэтому, что мы сегодня будем показывать? Значит, сначала Рома покажет, как вообще память настраивать и поднимать. Вот, потом, возможно, если будет хорошо себя чувствовать, покажет Гош-агента, ну, или нет, ну, в общем, значит, а потом я покажу, ну, как этим пользоваться, ну, как бы, то есть после того, как вы настроили memory, что с этим можно сделать, ну, и так далее. Ну, вот, собственно, такой план. Ром, ты как? Да, Покажешь давайте нам? Здравствуйте. посмотрим. Интересно. Заслушался. Сейчас, секунду. Вам должно быть что-то видно. Что-то видно, действительно. Вот, по поводу, конечно, агентов Митя немного погорячился, но, может быть, там к концу разговора или там после Мити что-то и покажу. Но об агентах немного расскажу и покажу суть ее. Но начнем с памяти, что в репозитории GOSH.AI будет такой CLI, там репозитория прям такая, и прям в README написано, Не, что подожди, но ее он там, можно... он есть сейчас, давай так. Просто я, наверное, скажу, просто мы не успели залить перед этим последнюю версию, поэтому там старая версия лежит, но мы сегодня, наверное, к ночи или завтра зальем новую версию, которую, вот, собственно, Рома и будет показывать, и я тоже буду показывать, поэтому сейчас там устаревший немножко софт. Извините. Это правда, да. Так вот, идея заключалась в том, что чтобы не ходить и самому не пытаться поднимать все бинари, то будет вот этот CLI, который можно установить вот install sh скриптом и через него все делать. Он у меня уже, конечно же, есть, потому что он не из релиза взят, ну, короче, скоро все получат вот этот 0.7.0. Там есть в той же репе огромная документация по нему, по всем его командам, ну и как вводится, у него и тут help есть. Раз мы начали про память, то скорее, ну, можем немного справа читать. Вот тут я накидал тут небольшую такую памятку, что ли. Второй, вот этот флоу установки, он, возможно, никому не понадобится, но он сделан для установки из каких-то других репозиториев, приватных или еще каких-то. То есть сам CLI, он реагирует на некоторые env переменные и может инициировать скачивание артефактов из других репозиториев. Как раз таки это я сейчас и сделал, но я это не показываю, потому что тут есть GitHub токен. Поэтому просто установим условно память. Есть команда setup. Ну, я, наверное, не буду на каждой команде help печатать, чтобы это не было бесконечно. Компонент называется memory, и можно указать конкретную версию. Кажется, вот это наша последняя. Вот CLI будет скачивать. Memory пока что мы поставляем в докерах, потому что это пока что удобнее. Вот он ее скачал условно. Дальше агента мы пока не будем делать то, что он там рекомендует. Мы запустим хотя бы эту память.
Если разобрать быстренько вот эту команду, здесь, наверное, три достаточно важные вещи. Это DataDir, это как раз-таки ее память, если так можно выразиться. То есть это то, куда она складывает все, что она делает. Там SQL-базы, зашифрованные SQL-базы и прочие там вспомогательные файлы. Если говорить о бэкапе, то мы, может быть, вскользь это и обсуждали, пока разрабатывали, но можно остановиться на том, чтобы условно админ сервера или там DevOps бэкапил эту директорию, это условно и будет бэкапом памяти. Второй момент – это паблик URL. Для чего он нужен? Чаще всего будет так, что агенты и все остальное, они не будут подняты на этой же машине, где и память. Соответственно, они будут доступны по какому-то URL там, или IP-адресу, или еще чему-то. И вот для этого сделан такой аргумент. Он несет в себе смысл, который мы увидим чуть позже. Это для генерации bootstrap файлов, для запуска агентов и прочего, чтобы когда они будут читать свой bootstrap файл для запуска, у них был вшит URL памяти, куда ему коннектиться. И именно не внутренний какой-то, к которому невозможно будет подключиться, а внешний. И recovery файл. Мы не так давно столкнулись с проблемой на Linux, и это вот недавний патч вот этой штуки. На Linux, не на всех Linux есть persistent keychain. Чуть-чуть отклонимся в сторону. Весь CLI, когда что-то создает, генерит какие-то секреты, ключи, токены и все остальное, он складывает это в кейчейн операционной системы. Так вот, если везде это более-менее работает, то в Linux словили штуку, что у него есть, я, к сожалению, не помню, как они там называются, кейринги и вот эти кейчейны. Сихорс, там всякие КВД, Wallet, что-то такое всякое. Это ты уже какие-то другие страшные вещи рассказываешь. Но суть в том, что после перезапусков машины, после разлогина или еще чего-то, этот кейчейн может потеряться. И нужно ставить какие-то там дополнительные штуки, но об этом нужно знать, чего мы не знали. Соответственно, у CLI есть вот этот флажок, который положит то, с чем она была инициирована, в какой-то файлик, который нужно будет, опять же, админу, наверное, куда-то спрятать или сохранить. Ну, наверное, уже достаточно много поговорили. Давайте создадим пару папочек. Назовем там дата. Это как раз-таки куда мы дату будем складывать. Какой-нибудь бэкап, куда положим что-то другое. Setup local. Есть, про сетап немножко поговорим. Есть local, есть remote, SSH еще не реализован. Local – это запуск на этой машине, где я сейчас печатаю. Remote – это для того, чтобы можно было подключиться к памяти из любой удаленной машины. Сейчас мы это настроим, потом поговорим про remote, что это такое. Имя – это мы… Так, на одной машине может быть много инстансов памятей, и здесь желательно не путать это с базами данных, потому что это все же инстанс. И в одном инстансе памяти, под инстансом, давайте так, чтобы было проще, это отдельная DataDir, отдельный хост, отдельный порт. И внутри инстанса у нас есть такое понятие, как namespace. Вот это уже можно, наверное, к базам данных ближе отнести. Name давайте первый для инстанса выберем демо. Runtime Docker, как мы говорили, что пока что Docker. DataDir укажем нашу дату. Хост-порт можно проигнорировать, оно и public URL мы не будем коннектиться пока что ниоткуда. Оно установит это само. Давайте положим backup, recovery, JSON. Вот что оно нам говорит, что оно заинициализировало инстанс, создала, как видите, всякие секреты, бутстрапы и так далее, все, что ей нужно для работы.
И если мы сейчас посмотрим на JSON вот этот вот великолепный, то мы тут и видим, что здесь есть encryption key как раз-таки. Это то, чем шифруются ее базы памяти, где хранятся секреты, о которых чуть попозже поговорим. Bootstrap токен – это первый токен, который после первого обращения к памяти будет обменен на админ токен, и больше он не жизнеспособен. Сервер токен – это транспортный токен, которым можно просто хотя бы достучаться до памяти, чтобы начать проходить авторизационные проверки. Дальше нам предлагают все что-то стартануть. Вот этот instance local можно игнорировать, если она у нас всего одна. Мы можем так посмотреть, instance. Видим, что у нас всего лишь один инстанс, это имя демо. Если бы у нас их было больше, мы флажком instance могли бы управлять, от какого конкретно инстанса мы чего хотим. Сейчас мы вот ее стартанули. Если мы посмотрим ее статус, то мы видим, что она на таком-то локальном хосте порту. Вот то, о чем я рассказывал, что key utils не persistent, значит, возможно, могут потеряться. И здесь он просто написал, что сейчас он смог из кейчейна прочитать все, что ему нужно для работы памяти. Recovery backup просто значит, что мы создали вон тот бэкап файл. Что по поводу, раз будем, наверное, более-менее последовательно идти, по поводу ремоут запуска памяти. У нее есть такая штука, как setup remote export. Сейчас мы на нее посмотрим. Для чего она нужна? Например, я вот как сейчас админ какого-то сервера, я настроил эту память, но управлять ей не собираюсь, условно. Я ее сделаю для кого-то, например, из вас. Мне нужно как-то отдать возможность к ней подключиться. Инстанс мы опять игнорируем. Файл мы должны записать. Прошу прощения. Что мы сделали? Мы попросили этого CLI прочитать все необходимые ключи и собрать файл, который поможет кому-то подключиться к этой памяти, к этому серверу. URL, если бы мы там вначале указали public URL, был бы здесь настоящий remote URL. Админ токен, это мы уже видим про тот bootstrap токен, который уже успел обменяться, и это админ токен. Сервер токен, это транспортный токен, они совпадают, как мы видим. Что дает админ токен? Вся память, она разделена на два огромных слоя. Это условно такой админ layer и data layer. Так вот, этот админ токен – это все админ действия за исключением дата слоя. То есть с помощью админ токена можно создавать базы, создавать свармы, выдавать права, забирать права, выпускать токены и так далее. Но сходить и прочитать что-то из какой-либо базы данных нельзя. Для этого нужен как раз-таки так называемый у нас principal или data layer доступ. Вот потихонечку к нему перейдем. Для начала создадим какую-то базу. Это у нас namespace называются, то, что вначале я говорил, что скорее это лучше относить к понятию база. Инстанс опять игнорируем. Key это как раз таки имя базы. Ну, пусть будет Аки Наки. Почему бы и нет. Получаем сообщение, что такой-то инстанс создан. Кем создан? Сервис админ очевидно, потому что мы с админ токеном нашим текущим это сделали. Дальше создадим какой-нибудь сварм. Сейчас, может быть, вкратце расскажу, что такое сварм.
сварм тоже создан. Сварм это группировка, скажем так, если можно так выразиться, каких-то агентов в узком понимании этого слова, в более широком это принципов, которые могут пойти в определенный namespace и что-то там делать. Что-то там подразумевает либо чтение и запись. Что мы, собственно, сейчас и сделали? Мы создали базу данных, и в ней создали группу в этой базе. Дальше, если мы добавим какого-то принципа, или чтобы проще было понимать агента в этот сварм, в эту группу, то сколько бы их там ни было внутри него, все, что они будут писать, они будут делить между собой. Из других групп агенты не будут видеть данные факты, которые писала эта группа. Для такого случая есть, условно скажем так, уровни видимости этих фактов, которые могут записаться с флагом public, тогда они доступны во всем namespace, всем. Существует еще также private факт, он доступен только тому, кто его записал. Но в основном использование идет паблика и вот этого свар общего флага. Так, ну мы создали базу, создали группу агентов. Пора настроить немного память. Токен я вам не скажу, но что есть? Есть такое понятие, как секреты. Скорее всего, он спросит, в какой базе я хочу это узнать. Мы в самом начале говорили про ключ шифрования. Как раз-таки есть отдельная база данных у памяти. Она называется внутри Secret Storage, и она шифруется этим токеном. В нее, в этот Secret Storage, как раз-таки складываются секретные ключи, которые потом могут быть использованы агентами и кем-либо еще для обращения к разным моделям. И это все записывается в конфиг. Сейчас немножко подробнее. Давайте с него, наверное, начнем. Есть здесь сумасшедший такой конфиг, и он еще не полный, это такой простенький. Здесь как раз-таки что и как будет происходить. Из-за того, что в памяти, то, что Митя рассказывал, есть вот это извлечение фактов из обычных текстов, и оно еще многоэтапное, то есть это извлечение фактов, потом создание векторных связей, создание entity связей, создание связей между разными сессиями. И для этого всего можно настроить разные модели. Вот то, что мы, собственно, и видим, что эмбеддинг модель, например, у нас такая-то, про secret ref чуть позже. Условно, librarian, тут уже идут профили настраиваются чуть ниже, и описание профилей как раз-таки вот здесь есть, какую модель использует профиль. Что такое secret ref? Это чтобы в конфиге не показывать... Конфиг достаточно публичная вещь, и она не секретная. И чтобы можно было не подарить кому-то свои ключи, здесь сделано понятие secret ref. Это значит, что когда память будет читать конфиг этот для исполнения какой-то из своих задач, она увидит такой-то secret ref, пойдет в secret storage, и по вот этому имени она поищет секретный ключ. Сейчас мы это будем добавлять, я думаю, может быть, немного понятнее станет. Scope – это значит, насколько широко доступен этот секретный ключ. Мы могли бы здесь написать условно сварм, не помню конкретно, как пишется, но что-то сварм, значит, этот секретный ключ был бы доступен определенному сварму, а не всему namespace. Пока можем копернуть его. Что-то я не то сделал, да? Прошу прощения. Лучше я так сделаю.
Может, так будет. Я просто лишнего сделал. Так, это мы просто положили куда-то. Теперь установка ключа. Есть такая команда, которая, опять же, в CLI, которая из n в переменной может положить что-то в secret storage памяти. Пусть не смущает эта запись, можно делать как угодно. Можно положить в .n файл, сделать там set плюс a минус a, по-моему, и тогда это все прочитается. Команду я не дописал, потому что надо еще указать, какую env я хочу прочитать, под какое имя положить. Name open AI – это как раз-таки вот этот name secret ref, который будет искать в памяти своего конфига. И в базу мы это кладем Аки Наки. То есть, как не так сложно догадаться, что в разных базах ключи не повторяются. Сейчас, одну секунду. Что с ней не так? Угу. Что-то пошло, видимо, не так. Окей. Если мы попробуем сначала... Так. Потому что инстанс нам тут не нужен. Хорошо. Что-то... Секунду. Давайте ее... Интересно. У тебя упал Да. дождь. Причем она... она остановлена. Окей. Подняться она не может. Ну, это не совсем докер, это докер... Да, у меня тут совсем все плохо стало. Ну, можем дальше текстом продолжить, потому что в целом-то я, наверное-то суть-то и показал всю. А объясни, что произошло вот на этом шаге. Непонятно. Из-за того, что здесь у меня это запущено не совсем просто докер, это докер в докере, то докер в докере почему-то упал по неизвестным причинам. Вот. Как говорится, никогда такого не было. И вот опять. Я даже не могу... Я даже не могу к нему обратиться. Хотя докер pit есть. Ну, надо сказать, что на самом деле это memory довольно стабильно работает. То есть, как бы у нас на сервере это она нормально работает. То есть, я думаю, что там Я сколько уже думаю, это недель проблема работает. демо. На Ну, самом или деле. проблема, может, локальная какая-нибудь. А не памяти. Самой по себе. Ну что, я могу... Если Какие у нас варианты? есть... Какие Сейчас? варианты? Нет, какие варианты по использованию моделей? Я что-то не уловил. Ведь память работает от А модели. сейчас я скажу. Значит, ну, как бы ты можешь вот взять этот профиль, который Ром показывает вот сейчас, и туда засунуть. Но можешь ничего этого не делать и использовать метод. В памяти есть специальный метод, называется local CLI. Ром, может, ты расскажешь про него? Как это настраивать? Да, но там не так много времени-то займет. В общем, вместо всех вот этих модул, там прайсинг и так далее, секрет рефов, можно указать как модул local CLI. Тогда что произойдет? Когда агент какой-то получит задание или еще что-то. В общем, как работает агент? Агент, когда
получает какую-то задачу, он может обратиться к памяти и спросить у нее, какой моделью ему можно воспользоваться для выполнения той или иной задачи. Память оценивает сложность этих задач и выдает в ответ агенту, что условно использует там такую-то модель с таким-то секрет-рефом. Сейчас я не думаю, что мы будем как углубляться, как агент это получит, но он этот секрет в открытом виде тоже не получит. Вот. Но вместо всего этого он видит local CLI. Это значит, что память ему не дает никакие секреты, никакие модели, а он должен воспользоваться моделью той, которая стоит рядом с ним или в нем настроена, условно там кодекс, клод или еще что-то. Я не знаю, ответил ли я на вопрос или нет. То есть, да, она будет использовать для всех, ну, кроме эмбеддинга, потому что эмбеддинг она сделать не может, эмбеддинг модели – это специальные модели, поэтому модель эмбеддинга должна быть прописана, но они очень дешевые, стоят вообще центы, вот. Можно поставить локально. Кстати, вот еще раз расскажи, ты можешь сказать про то, как локально настроить эмбеддинг модель, потому что есть эмбеддинг модели локальные, и можно локально у себя поставить на обычном компьютере, для этого GPU не нужно, ну, как бы любой GPU сойдет, короче. Ром, расскажешь это Бонсай. локально? Бонсай подойдет? Да любая эмбеддинг модель. Так я, например, не знаю, что такое эмбеддинг модель. Нет, Lance это база данных. Бонсай Это я не знаю. Чем мы пользуемся локально? Мы же поставку у нас там локально идет. Я, если честно, забыл. Ну, в общем, есть там прямо в memory есть Давайте я зависимость. могу потушить экран на какое-то время, Давай. посмотрю и могу просто разговаривать и скажу вам все это. Пакет питоновский называется Sentence Transformers. Transformers точно, да. Мгм. Вот. Что он там конкретно внутри себя ставит? Там много всякого чего-то, он очень много качает. Ну, там Но какие-то сотни гигабайт. Не, ну я шучу. Сотни мегабайт. да, это Ну да, то есть всё. она довольно большая, но это модель, которая локально умеет делать эмбеддинг. И она будет работать чуть хуже, чем там чат GPT, но она будет локально, не будет стоить вообще ничего. В общем, эмбеддинг вы не можете заменить локальной моделью, а как бы саму работу с памятью можете заменить и с той, и с другой стороны. Ну, то есть и со стороны экстракшена на уровне библиотекаря, и со стороны inference, то есть на уровне читателя. Ну, понятное дело. Вот, так что в этом смысле все будет, все будет работать. Так, Лера, у тебя есть дополнительные вопросы какие-то? Да, есть вопрос от телезрителей. Пишет нам человек с именем. Значит, вопрос из 3 частей в контексте памяти. Как правильно составить архитектуру памяти для агента, чтобы она была, первое, переносима между большими языковыми моделями и независимо от провайдеров ИИ, а также независимо от агентов. Второе, максимально заполняла все проекты и чаты, чтобы можно было по дням, по часам восстанавливать и восстанавливать, что вы делали. И третье, буквально стало как расширением мозга, как в наш век просто лавина информации удерживает все невозможное. Понятно, что вопрос тут составлен, может быть, не очень корректно, но думаю, вы можете ответить как-то. Если нет, я могу... Так мы все это время на него отвечали. Это ровно то, что memory делает. То есть она Подытожим. буквально встраивается. Ну да, я понимаю. Давайте подытожим. То есть, вот отвечая... Ну да, то есть вы устанавливаете memory. Memory записывает все из всех ваших агентов буквально. То есть мы не экономим вообще слово совсем мы не экономим диск. То есть там нет такого понимания, то есть, ну, как бы она будет... Вы можете там, наверное, настроить как все фильтры, которые хотите, но в целом она записывает вообще все подряд. То есть все, что ваши агенты делают, что вы пишете агентам, что агенты пишут вам,
все документы, которые вы агентам даете, промпты, все, вообще все, просто вся кодовая база, с которой они работают, все записывается в память. Хорошо, а мы можем, смотрите, вот сейчас мы не смогли увидеть до конца шаги настройки памяти, но если бы у нас это получилось, Не, вы настроили, вы шаги настройки видели до конца. Там то, что там ну, что-то упало, это ну не да, относится к я имею в настройке. виду, Настройка все есть. ну, я имею в виду, что она упала. Если бы она не упала, то Не следующим, она упала, это докер упал. неважно, она, ну, хорошо, мы настроили, она не упала. Имеем такую ситуацию в голове своей. Да, мы сейчас покажем. Она же работает на сервере. Хорошо. И следующий шаг пользователя, как ее использовать? Мы можем перейти, наверное, к этому этапу, да? Ну да, Ром, у меня тут еще как бы это немножко собирается образ. Я не могу прям перейти к этому этапу. Может, ты Хорошо, а агенту может быть, покажешь? тогда... Я показать сейчас вряд ли, наверное, что-то уже смогу. Хорошо, Но давайте ответить, тогда, возможно, да. У тебя упал компьютер? давайте тогда Почти. подумаем. Если мы не можем показывать, давайте подумаем. Пускай Сейчас покажем, подожди, Митя, сейчас построится. У меня Митя есть, пускай кстати, сделает... Все, вопрос. наверное, можем, короче. Сейчас я экран. Ну, да, окей. А давай это просто пока по вопросам пройдемся. Есть один вопрос. А можно ли было сделать это без блокчейна? И Да, про блокчейн мы пока еще не поговорили. да, Ну, наверное, давайте поговорим про блокчейн вот чуть позже. мгм. Я покажу Мгм. что-нибудь сейчас. Короче говоря, есть такая будет, ну сейчас, окей, там нету сейчас публичной репозитории, но будет такая публичная репозитория GOSH.Pi, может быть, сегодня-завтра, когда мы зальем вот эту последнюю версию, которую сейчас показываю. Вот. И она, значит, это, известный такой TUI терминал User Interface Pi, довольно известный в узких кругах, так сказать, вообще-то, по-моему, он появился до Клод-кода. Митя, Вот, просьба небольшая. А да. можно сделать покрупнее то, что ты показываешь? Я боюсь, что нет. Да, это мой экран, я не знаю, как сделать Там, покрупнее. там в меню гамбургера есть кнопочки, увеличивающие шрифт. Попробуй. Да, Вот, можно Вот ты имеешь в виду здесь сделать покрупнее? Да, 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 это да, я да. могу. Нет, ты проскочил. Нет, подожди. Ты Сейчас у меня проскочил назад. есть вот такая штука. Так, нормально? Нет, цвет Давайте Чуть-чуть прямо здесь побольше. еще. Да, сойдется. Мгм. Цвет, ладно уже. Ну, типа, просто побольше. А шрифт можно? Ctrl плюс, там что-то. Да, сейчас. Так как же... Почему он мне, кстати, не увеличивает вот здесь вот? Ctrl+, не сработает, там вот лупа Это надо включить. в преференсы лезть. Ну вот, я не знаю. Дело в том, что это будет не одно окно, поэтому вот в чем Мгм. дело. Да, на чем я остановился? GOSH.Pi. Было раньше. Да, нет, понятно, да. Да, в общем, да, есть такой клиент, и вот классный, как бы, и мы его отфоркнули и сделали из него такую штуку. Вот, значит, GOSH.Pi это терминал, ну, типа клод-кода, который работает с памятью и помимо этого создает как бы harness. Ну, сейчас мы это все увидим. А можно Значит, маленький вопрос? вот, да. Сразу. А что потребовалось поменять? Зачем вам форк пришлось делать? Потому что мы выносили изменения в core. Ну, то есть MCP не подошло бы. То есть я вообще полагал, что когда мы настроили память, мы можем через MCP любым агентом Можете, воспользоваться. любым агентом воспользоваться, абсолютно. Я показываю тот harness, которым я пользуюсь, как бы, который я сделал для того, чтобы было удобнее работать с memory. То есть тут как бы есть прямо внутри встроенные... Ну, у Pi очень удобен чем, что у него есть extensions. И в extensions можно вынести почти все, что мы сделали. То есть, как по сути дела, это extension к Pi, который мы написали для работы с memory.
И отсюда можно вызвать ту утилиту, которую показывал Рома, например, в начале. Она просто вот так вот откроется, вот, и можно засетапить memory прямо отсюда. Ну, как бы, ну, это просто для удобства сделано. Ну, я в данном случае, у меня уже как бы есть какие-то credentials на этой машине. Я не буду сейчас повторять то, что Рома сказал. То есть представьте, что вам дали credentials, вы поставили где-то у себя сервер. И вот у меня есть два сервера, локальный или глобальный на нашем сервере. И чем я сейчас и буду пользоваться. Внутри этих двух серверов у меня есть два namespace, от которых я админ, ну, локально и удаленно. Есть свармы, два из них на вот этом сервере, третий вот на этом сервере. Но я просто зайду в namespace, например, вот этот вот сейчас. И, например, да, и как бы выберу какой-нибудь сварм, например, P. Угу. Вот. Ну, соответственно, мы видим внизу, что я замечательно подключился к памяти, у нас зелененькая. Если бы я не смог подключиться, здесь бы статус был бы красненький, желтенький, всякий разный. Ну и тогда бы вам сказали, что у вас есть проблемы с подключением памяти. Можно Ну, теперь вопрос мы знаем. уточнить, Да, чтобы конечно. далеко мы не ушли. Я вообще полагал, что сварм применим к агенту, но ты вроде как использовал в контексте памяти. То есть сварм к памяти, как он Сейчас, применим? значит, еще раз. Окей. Значит, у нас агенты не существуют без памяти. То есть, потому что мы строим harness вокруг данных, в отличие от всех остальных. То есть сегодня все остальные строят harness вокруг моделей. Что у вас есть какая-то модель или вокруг I/O. То есть вот у вас есть какой-нибудь там этот, как он, OpenClaw, и как бы и в нем как бы есть агенты, которые общаются с вами по Telegram. Ну, и они, эти агенты, используют модель. То есть, как бы это агентоцентричная, то есть, по сути, моделецентричная модель. Извините за тавтологию. А у нас она центрична вокруг данных, то есть дата-центричная. А что это значит? Это значит, что все агенты, о которых мы говорим, это агенты, которые строятся вокруг памяти. То есть это агенты, которые не общаются между собой напрямую, они общаются между собой через память. Harness, то есть, environment, сказать, окружение агентов построено вокруг данных, которые лежат в памяти. То есть они все построены вокруг памяти. Поэтому сварм, как понятие, без памяти не существует. Сейчас я... оно существует как отдельный такой переносимый элемент, но вы его переносите и потачите к памяти все равно. Ну, в нашей модели. Короче говоря, вернемся к командам memory на секундочку. Значит, у вас есть 16 команд, связанных с memory, 10. 10 команд, связанных с memory. Вы можете attachить memory, detachить memory, это лист, то, что я показывал, сетапить memory, сделать handoff, перенос собственно, вот если вот так вот, может быть, вот так расширить, то можно там увидеть описание у каждой команды. Вот. И всякие разные моды. Не буду сейчас останавливаться, потому что много всяких команд. Вот. В данном случае нас интересовал лист, потому что мы хотели присоединиться к memory, мы это сделали. Дальше у вас есть свармы. Сварм, это, как мы говорили, это некий агентский harness, это данные, которые агенты, присоединенные к этому сварму, видят и могут менять иногда. Могут только читать и не менять, могут читать и менять, как Рома говорил. Значит, и есть вот такое понятие swarm package. Сейчас мы к нему, может быть, вернемся, но суть заключается в том, что swarm пакет – это такая переносимая штука, когда вы свой сварм сконфигурировали и можете его экспортировать, а можете взять чужой, который кто-то сделал, и импортировать его к себе. И запустить да. Вот, и, соответственно, есть всякие, вот это импорт, например, там, reconcile, то есть, в общем, всякие разные вещи, которые можно делать со свармами. Вот,
вот как бы идея на самом деле в том, что я не люблю с командами разбираться. На самом деле все эти команды, ну, я вам сейчас покажу, но на самом деле они, ну, я их не делал для того, чтобы их руками использовать. Сейчас покажу, для чего я их все делал. В общем, есть свармы, есть агенты. Это уже конкретный агент. Тут вы можете, например, взять и запустить агента. Значит, ну, как бы тут она просто объясняет, что делает команда и как ее использовать. Можно посмотреть лист агентов. У нас нет агентов, соответственно, нечего смотреть. Можно его резюм, то есть если у вас есть агент где-то или был, вы можете его переиспользовать. Сейчас мы все это посмотрим. Рестартануть, забыть, выйти навсегда и так далее. Вот. Есть команда spawn agent, ну или вот добавилась команда swarm spawn packet agent, но давайте просто, значит, есть команда spawn agent, ну, agent spawn, и как бы там есть всякие флаги, но самое главное это роль и task. То есть если я сейчас просто сделаю agent spawn, назову агента, например, я не знаю, agent, и напишу, что его роль, например, я не знаю, MI6, и, например, task follow James Bond everywhere. Отлично. Прикольно. Да. Ну вот это билд, который я собрал. Понятно. О чем? Так. Что-то мы сломали. Минуточку. Сейчас. 1 second. Да. Ну, я не знаю, я вносил там правки перед самым демо, и, кажется, что-то сломал. Почему-то. Так, ну ладно, давайте пока продолжим. Ром, посмотри там, может, что-то у нас с памятью случилось. Действительно. Что раскатывали последнюю. Только что. И, возможно, что-то не так. Когда ты там разбираешься, вот вопросы с Ютуба. Извините, слушаю с задержкой. А что если объединить несколько мемори, модулей? У меня была-то идея, типа соединить Obsidian плюс LightGuard плюс Oliviking плюс Чего? объединить и графовую векторную базу семантическую, пожалуйста. Не очень понятный вопрос. Вопрос-то в чем? Да. Можно ли объединить несколько модулей? Memory модулей. Зачем? Ну, я так понимаю, восприятие вашей memory, оно как бы абстрактное, и люди, ну, я предполагаю, люди думают, что под memory может пониматься разные системы памяти, и потому что тут перечисляются разные системы. Нет, мы говорим про GOSH memory, конкретно строго про GOSH memory, не про все системы памяти. Про Хорошо, конкретно тогда про я эту вот систему. расширю этот вопрос следующим образом. Если вот, скажем, я настрою memory, Гладик настроит memory, можем мы эти memory взять и объединить? Есть ли в этом смысл? Значит, нет. Ну, как бы, вот ты расстроишь базу данных, Гладик настроит базу данных. Представь, есть смысл их объединять? И что это Ну, не вообще знаю, для значит? шардирования, например.
Ну, для шардирования ты можешь взять базу данных, которая там внутри memory сидит, и шардировать ее, пожалуйста. Ну, хорошо, ответ Memory движок получается не имеет к этому смысл, никакого отношения. смысла в этом никакого нет. Ну, типа того. М, Это такое ощущение, что у меня не то собралось сейчас. Тут пришло уточнение к вопросу. Объединить про объединение памяти. Так, чтобы еще можно было иметь возможность на флешку все в MD-файлах утащить и не потерять ничего, может, конечно, слишком наивно. Да, это слишком наивно. То есть в MD-файлах, я только что говорил про MD-файлы. В MD-файлах утащить-то можно, только вам ты ничем не поможет. Ну, в смысле, набор MD-файлов – это не memory, это не агентская memory. Ну, я так Это понимаю, набор MD-файлов. в любом случае, то, как я увидел, что настраивается память, вот этот там путь, где память сохраняется, это вполне может быть флешкой. И человек на флешке, собственно, накапливает свою память и на флешке может утащить ее. В принципе, без MD-файлов. Просто Ну, можно флешка утащить, используется пожалуйста. как storage. Как storage. Единственное, что получается, не будет Какая разница возможности, именно? Может, где угодно. не будет возможности прочитать ее как-то без, ну, без непосредственно системы. И воспользоваться как чем-то Нет, самостоятельным. нельзя прочитать, да. Ну, Рома же говорил про бэкап. Понимаешь, тут вопрос скорее строится, я так понимаю, из того, что люди воспринимают память некоторые как MD-файлы, и с одной стороны это как бы системная штука для агента, и она как-то используется агентом там магическим образом. С другой стороны, MD-файл, он как бы понятный для человека, он может заглянуть в какие-то аспекты ее и прочитать. И один аспект вы точно делаете, то есть можно сохранить ее на флешке. Но и дальше как бы использовать, переносить с компьютера на компьютер, переиспользовать это пространство, перенастраивая снова туда эту память. Но читать ее как MD-файл не получится. И она не сделана для того, чтобы... ты можешь извлечь, ты можешь взять MD-файл, который лежит... Все как бы... Если у тебя там были MD-файлы, но они лежат как MD-файлы, они никуда не денутся. Только агентам от этого ни тепло, ни холодно. Хорошо, а вот такой кейс у меня придумал. Значит, смотри, представим, что мы настроили память, работаем с ней, она там, как говорится, магическим образом сохраняется, на флешке хранится. А потом мы говорим какому-нибудь агенту, а сделай мне MD-файл по тому-то, там, вот тому-то аспекту. И он такой сделает и сохранит на диск. Так сработает? Ну, как бы, получается, срез памяти в MD-файл сохранить посредством агента. Нет. Как смысл-то в этом какой? Это не срез памяти. Срез памяти не хранится в MD-файл, потому что память не хранится в MD-файл. Память Я это понимаю. не MD-файл просто. Вопрос не понял мой. Смотри, у нас есть память. Мы используем агента, делаем задачи. Память накапливается. И в обычном кейсе, без ваших настроек, я могу сказать агенту, а ну-ка подведи итог, что мы того сделали, и сохрани это в MD-файл. Это мой обычный кейс. А в вашем случае, то есть мы накопили память, уже, может быть, несколько там месяцев таскаем ее на флешке, а потом просим, а давай-ка как бы подведи итог, что мы там сделали за месяц. И сохрани в MD-файл. Агенту говорим. Агент идет в память, получает ответ и делает эту задачу и сохраняет summary проделанной работы за месяц в MD-файл. Ну, ты можешь просто скилл сделать, чтобы он взял, извлек из memory summary, извлек из memory работу за месяц, и потом сделал из этого MD-файл, ради бога. Еще раз, агенту для того, чтобы это сделать, он не будет идти и таскать MD-файлы. Да я понимаю, есть агент, есть память, ваша память и агент. И если я скажу агенту, извлеки мне из памяти что-то, ну, не знаю, ну, он же помнит что-то. Память-то ее, чтобы помнить. И память хранит месячную работу. Еще раз. Но память не хранит месячную работу так, как ты думаешь. Она не хранит месячную работу в MD-файлах. Да понимаю я.
Я понимаю, оно хранится в каком-то своем виде. Но агента я могу попросить извлечь из памяти Можешь. смыслы Сделай скилл, который просто будет это делать. и создать MD-файл из этих смыслов. Можешь, а зачем? Ну, ты Ну можешь, как я повторяю, зачем? Я можешь. кейс же Так а в привел. чем проблема? Кейс. Вот, Гладик, представь себе, ты вот сидишь на Килаве, работаешь уже месяц, а потом тебе Ильяр говорит, а чушей, Гладик, а что ты там делал за месяц? Давай подведем итоги. Так ради бога, да, у тебя в memory, ну, как бы агент знает, как из memory извлечь, что было сделано за месяц. Ну, просто я не понимаю, вот это слово MD-файл, они здесь при чем вообще? Тут нигде, Это ни на как, одном... ну, я пытаюсь ответить на вопрос пользователя. Пользователь хочет MD-файл. И я понимаю, что этот кейс, в принципе, решаем, а ты как-то Я сопротивляешься. говорю, да, сделай скилл, и агент тебе это сделает. Извлечет из memory все, что он сделал за месяц, он знает, как это сделать, как извлекать из memory, и все. Ну, да, консенсус. Идем дальше. Да, это на миграции. Ром, это на миграции. Этот старая таблица, этот right log, он на миграции упал. Так, у меня есть вопрос по памяти еще. Кто может ответить, Рома или Митя? Есть у нас отвечающий? Кто отвечает? Друзь? Вопрос. Сначала задайте. Вопрос, значит, в memory. Митя упоминал, что память что-то стоит. И хотелось бы узнать, какой порядок стоимости использования памяти? Это зависит от того, какие модели вы используете для памяти. Вот и все. То есть прямого ответа на этот вопрос нет. Ну, в принципе, и опять, и какой объем данных вы туда там храните. Это может быть от 10 центов в месяц до Ну, $1000 при Возьмем, использовании, ну, как бы. возьмем, например, вот у меня есть статистика usage за август, кажется. Так, за апрель. Значит, и за апрель 19 миллиардов токенов я потратил. Это, ну, как-то можно там примерно сказать, сколько памяти создастся? Чего 19 миллионов? 19 миллиардов токенов за апрель я Это потратил. это ни о чем не говорит, потому что мы же не знаем, сколько данных ты сделал на эти 19 миллиардов токенов. Откуда мы знаем? Ну, 19 миллиардов токенов – это 19 миллиардов слов приблизительно, но ты же понимаешь, что это нереально. То есть ты как бы, ты менял одни и те же слова. То есть как бы, ну, это не переносится один к одному. Токены не переносятся один к одному на память Ну, вообще. это говорит, ну, сказать, да, я тебя согласен с тобой. Я скорее, это какой-то порядок нагрузки. Вот при такой нагрузке, предположительно, да, не точно там, в среднем ты займешь столько памяти. И если ты используешь такую-то модель, ты потратишь на это столько-то денег. А, Нет, потому что, еще раз, не все зависит от данных и зависит от... Короче говоря, она... Как сказать? Короче, это во много раз меньше, чем... Значит, тут еще такая вещь есть, что память экономит вам токены модели. То есть это нельзя просто взять и приплюсовать. Вот ты потратил 19 миллиардов токенов, это, конечно, безумие какое-то. Ты потратил 19 миллиардов токенов, но если бы ты использовал память, возможно, ты бы потратил в 10 раз меньше. Память не будет стоить тебе точно такое же количество токенов, как ты даже близко, такое количество токенов, как ты тратишь от модели при нормальной работе. Потому что память, она как бы ничего не генерит. Ну, то есть, не так, она генерит, но это то, что она генерит, это выжимка, маленькая выжимка из общего объема данных, которые ты кладешь. Ну, я... Ладно, отложим этот вопрос на следующий урок. Нет, надо, ну, как бы в чем логика? Логика заключается в том, что чем больше ты кладешь, ну, как бы тем больше у тебя фактов, которые экстрактятся. Да, но каждый экстрактит факт, и, опять же, зависит от того, какую модель ты используешь. Не надо использовать там топ-модель, фронтир-модель на то, чтобы экстрактить из памяти. Можно взять дешманскую модель, тот же Qwen 32B, который стоит 25 центов за, то есть 30
раз, например, да, меньше, чем какой-нибудь опус, Хорошо. и Давай, использовать его для экстракшена. То есть, ну, как бы, грубо говоря, ну, я не знаю, ну, при средней работе, ну, ты потратишь там какие-то, я не знаю, $3, ну, $2, я не давай, знаю. давай Ну, приземлимся. А вот обычный пользователь рядовой тратит $20, например, на кодекс, или на Cloud, и делает там, допустим, 2-3 проекта в течение месяца. Сколько дополнительно к $20 он потратит в случае использования твоего инструмента? еще раз скажи. $20 тратим на подписку. Делаем 3 проекта в месяц. В месяц тратим, в месяц делаем. 3 проекта. Небольших Да. каких-нибудь. Сколько мы Ну, дополнительно к этим $20 заплатим ну, за ничего вы не управление? заплатите. 0. Ну, да, ну, не 0, ну, не 0, ну, как бы еще раз, ты можешь использовать ту же модель, если ты по $20 подписки, ты просто не заметишь, что он просто войдет в подписку. Ага, Я она войдет. говорил уже об этом. Окей, то значит нам, получается, надо будет как-то проработать стаб без API-ключа. Собственно, что я говорил раньше. То есть вот мы сегодня увидели настройку памяти с API-ключом, управление секретами – это полезная информация, но для кейса рядового пользователя, который покупает подписку за $20, было бы неплохо посмотреть, как настроить память, именно что без API-ключа, а именно используя подписку. Роман об этом упоминал, но надо будет пройти это ручками как-нибудь. Ну, не сейчас, наверное. Это домашнее задание будет. Идем дальше. Сейчас я попробую. Перезапустили просто сервер. Сейчас смотрим, работает ли. Ну, там это, короче, миграция с предыдущей версии испортилась. И что-то испортило. Но мы, конечно, не смогли этого проверить уже, потому что не было времени. Ничего, мы можем сделать еще одну встречу. Сейчас, Мы же никуда подождите, не... подождите. Чего-нибудь такое. Так сказать, будет у нас сегодня интригующий воркшоп. Да. Ну, видите, все экспериментал, все как бы Таков путь. таков путь, да. Сейчас, а что я делал-то? Agent спам я делал сейчас. Быстро проверю, будет оно работать или нет. Давайте. Владик, а у нас есть сегодня эти подарки за вопросы? Нету. Но это вопрос, зачем для этого блокчейн, остается открытым. Я отвечу на него. Да, просто, да, окей, хорошо. Сегодня день интриги. Все заработало. Окей, ладно. Так, спасибо, Ром. Так, сейчас я обратно верну. Верну показ и сделаем штуку. Ну, просто перезапустили. Она там у нее есть для миграции свой мод, и она его как бы, ну, запустила, и она что-то поправила. Ну, может, конечно, еще раз пойдет, но пока что работает. Вот, я, кстати, показываю здесь, что вот этот терминал у меня родной убунтовский терминал, вот этот вес. То есть можно настроить так, что... Да, есть люди, которые любят работать все в одном окне в табах. Это тоже можно настроить, но я так не люблю. Если надо, я могу объяснить, почему я так не люблю. Я настроил себе так, что у меня каждый агент открывается в отдельном окне совершенно. А объясни, Вот. кстати, да, интересно, почему ты так не А любишь. можно я предположу? Ну, давай. Я думаю, это удобно для того, чтобы не промахиваться, куда промпт писать. Не только. Это удобно, потому что я не знаю, если я вот так вот буду двигать, вам видно, что я переключаю экран, или вы на том же остаетесь? Видно. Ну, в общем, у меня вот такое количество этих агентов, и они все на разных экранах размещены под проекты. И как бы я так вижу, я просто открываю экран и сразу вижу, что происходит. Мне не надо переключаться табами, потому что это очень долго. А так я просто могу сразу посмотреть, кто что делает. И мне не надо ходить и мышкой тыкать.
Знаете, я один раз открыл экран и сразу вижу, чем они занимаются. Могу прочитать там какие-то сообщения от одного, другого, третьего, и как бы и все. И поскольку они у меня в определенных местах экрана находятся, то уже потом эта привычка, она просто очень быстро работает. Короче говоря, вот у нас Gosh Swarm P1, я там, да, вот не стал уже расписывать про Джеймса Бонда, чтобы быстро протестить, просто был один агент, один, и как бы он работает. Вот, собственно, этот агент. Я могу запустить еще, но у меня есть... Сейчас, во-первых, давайте его убьем. Митя, а там написано dead. Он мертвый? Он ничего не делает. Бездельник. Ну, он, видишь, я ему написал wait в задачу, и он wait. The user has said wait, which seems like a signal for me to pause. Короче, так, давайте agent kill сделаем. Скажи, Agent Митя, а kill вот по командам, когда ты вот рассказывал, я один. только ожидал, что ты Ну, вот этих скажешь, agent. мы можем Это, просто кстати, промптить, говори. что мы Говори, можем говори. просто промптить естественным языком, типа, подключи мне сварм, Да, подключи мне сейчас, память. вот сейчас я вот это, собственно, и хочу делать. Вот у меня вот здесь вот есть такая задачка. Я не знаю, как это увеличить. Там тоже, наверное, плюсик есть. Хрен его знает, где он этот плюсик. Никогда этого не делал. Ты знаешь, вот где здесь этот плюсик? Я не М, Это не баш, да? Да это не баш, это просто текст. Ну, короче, что здесь написано? Создай сварму из 3 агентов. Один будет создавать документацию, второй делать ревью всего, что ему скажут, третий писать код по задачам, которые у него появятся в memory. Пусть все работают только через memory, но код пушат в GitHub, в приватный репозиторий, повторюсь, GOSH.Pi. Флоу такой: я пишу тебе, что хочу сделать, ты сам ставишь задачу агента, документации, чтобы он писал промпт для кодера, и после того, как он закончит, ставит задачу ревьюеру, тот отвечает критикой, док-агент исправляет до тех пор, пока не получит LGTM от ревьюера, ставит задачу кодера, тот выполняет, ревьюер проверяет, опять отправляет на исправление кодера, и так до LGTM. Ты в конце принимаешь работу, репортуешь мне потом, что было сделано и так далее. Весь форклоу проходит через memory, все должно быть подписано на курьеров. На все эти события все должны работать без моего вмешательства, должен следить, что у всех все работает, что никто не остановился. Сделай такой сварм, назови его автокод. Ну, как бы, в принципе, Круто. Единственное уточнение, а курьер это что за сущность такая? а курьер это сервис внутри memory, который доставляет сообщения. То есть вы можете, ну это подписка, сервис подписки. То есть вы можете подписаться на агента, то есть агент может подписаться на все события в своем сварме в memory, ну как бы изменение данных, грубо говоря. Ну, можно фильтровать там, какие именно, на какие именно он хочет получать. И он будет получать SRE нотификации и, ну, и будиться в этот момент. То есть вам не надо заводить бесконечное количество лупов. Вы можете просто сделать подписку, оформить, агент может оформить подписку на изменение данных, другой агент будет изменять данные, и когда он изменит данные, этот агент проснется. У нас есть скилл какой-нибудь. А вот тот текст, Шпицфарм. который ты прочитал, это промпт, который ты сейчас введешь, или это что-то другое? Это промпт, который сейчас веду, да. Мгм. Я, кстати, не Тут, знаю, почему он умер. То есть что-то не так м, вот сейчас прям конкретно. может быть, судьба. Ну, давай, вот тут вот так вот. Окей. Пока он делает тут вопрос по сварму, 4 вопросика, пока, может быть, один осилим. А сколько агентов может быть в одном сварме? Бесконечно. Бесконечно. Имеет ли система масштабируемости? То есть одинаково ли она работает с 5 или 500 агентами? Ну, мы не проверяли на 500 агентах, честно. Пока вот видишь, еще как бы не все стабильно работает, как видите. Потому что, ну, это новая вот эта штука, которую я сейчас делаю. Она как бы новая, и нам пришлось по работе над ней, нам пришлось много изменений в память внести там вокруг, да около. Но вот не все еще хорошо работают, видимо, как очевидно. Но у меня вот такое полное ощущение, что я работаю со старой версией, но ладно, не важно. Сейчас скажу. Хорошо. Ну, это добьем еще вопросика. А может ли один агент быть членом нескольких свармов одновременно? Ну да, может, да. Может. А какое-то от этого преимущество? Или... Это почти обязательно, я бы сказал.
Например, Какой когда вот, смысл? ну вот GOSH.Pi, Смысл? например, GOSH.Pi при инициализации создает отдельный сварм, home называется, в который он кладет всякие вещи, которые всем агентам нужны для доступа, ну, вспомогательные данные, но которые не являются частью их рабочих свармов. Чтобы все агенты получили эти данные какие-то, ну, например, какой-нибудь, я не знаю, ну, просто общий промпт, да, к примеру. Вот куда ты положишь общий промпт для всех агентов, чтобы не копировать в каждого агента этот промпт. Ты просто создаешь сварм, в который подписываешь всех агентов, например, на чтение, и какой-нибудь один агент, который управляет как бы всеми, ну, какими-то общими данными между всеми агентами, просто, ну, вот в GOSH.Pi просто создает home сварм, и в него пишет это. То есть, другими словами, на уровне сварма может быть какой-то общий системный промпт для всех этих членов? Да, Так, ну вот как бы он попытается сейчас создать, он как бы описывает это все согласно скиллу, у него есть скилл создать сварм, он как бы все это описывает, ну вот, пожалуйста. Да, не получилось у него, потому что док-агент я неправильно назвал. а ты можешь ему сказать, а я неправильно назвал док-агента? Повтори. Ну, я это и делаю. А, ага, ты даже извиняешься. Ну, что мне делать, если я такой еблан? Ну, понятно. Ты на будущее свое работаешь, чтобы тебе это... Да нет, на самом деле скилл должен был это учитывать, если честно. А, это сарказм у тебя был. Да, это был сарказм, да. Понятно. Он тебя научил уже сарказму ее, да? Ладно, давай Я последний всегда вопрос. умел сарказм, а вот он, Нет, я про него. То есть он выкупает твои сарказмы. видимо, Окей. да. Окей. Смотри, четвертый вопрос про свармы. Есть ли критические точки, где Нет, система нет, не неустойчива? работает. Что-то с memory не так, не работает. Подожди, это, Ром, ну, я не знаю, это мой урок продолжается. Не может он. Да, извините, ну, как бы, в целом она работает вот так, но не сейчас. Говори, Вопрос в извини, контексте Илья. свармов. Есть ли Мгм. критические точки, где система неустойчива? Ну, конечно, есть, вы только что это наблюдаете. Ну, это не Эти штатная критические точки. ситуация, я бы сказал, так что я не стоит ссылаться на этот пример. Ну, скажем, в любой системе, особенно распределенной, как у вас, есть какие-то места, о которых стоит знать. В данный момент какие это места? Это не распределенная система, давайте прямо скажем. Пока что, вот то, что я показывал, мы еще не дошли до распределенной системы, мы как бы пока работаем в парадигме. Сейчас я буквально в 2 словах расскажу про распределенную, но, наверное, к концу уже. Ам, Она как бы не распределенная, она сервер-центричная, то есть у вас есть сервер, на котором вы держите свои данные, и нам кажется, это нормальная модель, потому что это ваши данные. То есть тут идея вся в том, что memory, она позволяет вам не делиться на самом деле данными вашими ни с кем и хранить ваши данные у себя. То есть, ну, как бы основная проблема такая. Во-первых, когда вы работаете с, ну, с LLM-провайдерами типа Anthropic, Google, OpenAI и так далее, то есть вы как бы данные все им перекачиваете в их модель целиком и полностью, потому что вы закачиваете их целиком и полностью в окно. И дальше вы работаете с какой-то одной из них, а на самом деле, вот я, например, не работаю с одной из них и очень этому рад, потому что каждая из них имеет свои преимущества и свои недостатки. И говоря уже о том, что есть еще куча моделей, которые просто дешевле, при том, что они отлично справляются с разными задачами. И когда вы используете memory, то вы сразу же и одновременно получаете из коробки абстракцию от модели. То есть вам не нужно уже бегать с одной моделью, потому что, во-первых, вы не делитесь с ней данными целиком, потому что она получает только кусочки, такие, которые нужны для выполнения конкретной задачи. Она не имеет доступ ко всей, ну, она имеет доступ ко всем вашим данным через свой, ну, как, и когда она управляется агентом, она имеет доступ к сварам, которые вы ей дали, но даже оттуда она просто потому, как она устроена, она не будет выкачивать все данные, ей это не нужно. То есть она никогда так не делает. Она просто будет брать только те данные, которые ей нужны для выполнения этой задачи. И, соответственно, вы можете к одному свару подключить, что я делаю, например, несколько разных агентов с разными LLM, и они каждый будут делать что-то свое и как бы прекрасно себя чувствовать. Вам не нужно
как бы заботиться о синхронизации между ними. Оно как бы все из коробки работает. Отлично. У меня такое ощущение, что это отвечаешь на один из вопросов, который тут есть в разделе координация, как агенты находят друг друга в системе. Но я все же до конца все-таки это уловил. То есть у нас есть один процесс, который является точкой входа и который, ну, мастер, что ли, получается такой, да? Ну да. Это не процесс, это как бы этот самый, ну, да, ну, как бы данные, да, storage. А И вот он такой является точкой координации, потому что потому что у него есть данные. Потому что, я повторяю, вся идея в том, что мы строим сварм, строим как бы агентов вокруг памяти, вокруг данных. А что происходит, если два агента пытаются выполнить конфликтующие действия? Такое Ну может и быть? ради бога, пусть Ну, а что себе... на уровне системы что происходит? А на уровне и системе все равно. Ну, как бы, еще раз, что такое конфликтующие действия? Я поясню. Смотри, у нас есть память, два агента. Один память говорит там типа кнопка зеленая, другая кнопка синяя. Как он запомнит? Что в памяти останется То, что последний положит, то и останется. по Ну, времени? если они один и тот же объект пытаются перезаписать, ну, как бы кто перезнут. Хотя и так, ну, гонки, они существуют везде, и они как бы не зависят от модели, они зависят от того, как ты организуешь работу. То есть ну, мы как бы на уровне памяти, у памяти есть protection от гонок от одного агента. Потому что мы предполагаем, что если ты захотел, чтобы один и тот же объект мутировался разными агентами, то у этого есть смысл. Ну, например, PR, да, ты как бы один агент пишет код, другой агент пишет ревью на этот код и как бы комментит этот код. Ну, это как бы некие как бы изменения памяти. Но если если два агента начнут менять один и тот же код, то это будет гонка. Но эта гонка будет везде, и на GitHub она тоже будет, ты понимаешь? Это как бы ничего с этим не сделаешь. Ну, хорошо, хорошо. У меня еще есть вопрос, или у нас есть шоу? Нет шоу, я просто, ну, как бы, ну, надо, если шоу, то надо подождать, Да, потому мы, что мы, она мы готовы ждать, и у нас есть чем это... ребилдится. Можно поговорить про блокчейн как раз, к вопросу о Да, том, зачем блокчейн. отлично. Давай тогда сейчас, прежде чем перейдем к блокчейну, добьем вопросы с памятью, парочку. Вот. И ты уже упоминал, потому что просто свести. Когда Роман показывал нам секреты и ключи, я слышал там что-то там шифрование. И вот рассмотрим такой кейс. Вот от пользователя Олега. Он на флешке на своей хранит память. Когда он эту флешку потеряет, почему он будет уверен, что эти данные никто не прочитает? Они там шифруются как-то? Да, все зашифровано. Ну, то есть, как бы, база данных зашифрована. Ну, Рома По рассказывал. дефолту. По дефолту. Да, есть ключ, ну, Рома же рассказывал, что задается ключ. Да. Ну вот мы рассмотрели кейс. И как часто происходит garbage collection, если вообще он есть? Память как-то там Нет, реорганизуется? никакого. Это тоже я отвечал на этот вопрос. Никакой garbage collection нету, но у вас есть доступ к памяти, это ваша память, то есть, в смысле, ваша база данных, вы можете как бы удалить, что хотите. То есть это ваша память, она хранится у вас. И это тоже часть, Вот ну, как бы, да. этого места подробнее давай рассмотрим. Вот когда агенты память меняют, они типа знают, как они меняют, а я удаляю как? Через агентов, да? Типа забудь Просто, что-то. во-первых, ты можешь через агентов удалить, ты можешь сказать ему там, удали-ка вот это, или там удали все раньше такого-то. Ну, короче, как бы как хочешь, так. Ну, Как? можешь сам удалить. Это же как бы объекты в SQL, ну, как бы в Ну, базе данных и все. могут просто пойти в базу данных и там удалить. Ну да. Это то Мгм. же самое. То есть агент так и Ну, сделает. Ты просто пойдешь а в вот базу данных, удалишь.
возвращаясь к garbage collection, я помню, что ранее ты говорил, что есть какие-то механизмы обучения памяти. Я вообще думал, что вот ты об этом расскажешь. Там реорганизация. То есть garbage collection нет, но есть обучение. Память Я, учится. наверное, мал. Мгм. Да. Мгм. Мгм. Внутри памяти есть такой луп, называется мал, и его можно запустить, он отдельно запускается. Готовьте токены, так сказать, потому что он будет тратить токены. Что он делает? Это такой авторесерч, как любят Карпаты это называть. Он как бы запускает специальный луп обучения и меняет семантику памяти так, чтобы она была overfit к вашему типу данных. То есть у вас есть какие-то запросы, какие-то данные, которые положили, и вот вам не нравится, что там вместо... То есть она не в 100% случаев ищет хорошо, а там ищет она, там, я не знаю, 80%, а вам нужно, чтобы прям вот 100% искала, вот чтобы прям вот офигенно искала именно по вашим данным. У вас какие-нибудь данные, там, категории какой-нибудь, там, я не знаю, ну, я не знаю, биоресерч какой-нибудь там или еще что-нибудь, или вон трейдинг, крипты. И вам хочется, чтобы память вот именно по этим данным искала просто, вообще идеально. Можно запустить этот мал, он научится вашей семантике конкретно вашим запросам, и будет по вашим, он построит специально, внутри он строит такие leaf prompts, это внутренние деревья, промпт-деревья внутри семантической структуры памяти, и может достроиться до того, что прямо по вашим запросам будет почти 100% отдавать. Ром, я там Ясно. скинул самый 254 PR, можешь с него прям развернуть поверх, мне кажется. Митя, а вот финалочка. А вот этот бичмарк, который там у тебя по мемори, он с молом или без? Без. Не, с молом там было бы 100%. Это вообще, это же оверфит. То есть он просто возьмет и научится всем этим вопросам, и все. Сейчас Хорошо. просто... Вопросы тут еще дофига, но давай двигаться к нашим Не, давай. решениям. Ты блокчейн? Да-да, к Давай, может, блокчейну. пока вопросы, пока мы ждем, пока Рома там раскатает. Я сделал правку, пока мы разговаривали. Ну, это миграции. Хорошо. Может, она Владик, ну, повесит. хоть с твоей стороны есть какие-то комментарии, вопросы? На самом деле у меня один, и мы это откладываем его. Про блокчейн, естественно. Ну понятно. То есть это тот же вопрос. Не, ну Да, давайте, да, хорошо, да. давайте про блокчейн. Если, ну, не, или почитай там еще вопросы какие-то. Так, значит, Ставить блокчейн на затравку. Да, затравка так. Секунду, так, координацию мы прошли. А можешь ты подробнее, чутка, может быть, расширить? Тут есть серия вопросов по бичмаркам, но они такие все не очень, мне кажется, корректные. Что именно проверяют бичмарки? Там, может быть, про какой-то один можешь сказать? Просто цифры, Бенчмарки цифры. это, ну, да, бенчмарки, как работают бенчмарки? Но у вас есть как бы какие-то, ну, вопросы, ответы, например, и как бы и есть, ну, база данных, вопросов, например, да, и запросов, и данных, по которым эти запросы должны отвечать. Ну, например, там Locomo это, или там long mem eval, там какие-нибудь это conversational какие-нибудь данные, ну, то есть это много, просто огромные тонны, гигабайты разговоров между людьми. Ну, буквально гигабайты, то есть они огромные, эти данные просто огромные. И дальше есть вопросы, на которые как бы вы должны отвечать, и известные ответы на эти вопросы. И, ну и все, и вы там свою систему тестируете на бенчмарках. Ну, это как бы стандарт для LLM-систем, ну, не только для LLM-систем. В принципе, как-то так. Хорошо, а вот в случае бичмарка какого-то вот по конверсейшенам, по этим диалогам, вы, чтобы запустить бичмарк на вашей системе, вы эту базу данных загружаете в свою память. Да, И по конечно. ней начинаете искать Да. и Сотни показываете, долларов. понятно, богатые. Эм, Вы, значит, Ну, как же, надо систему тестировать как-то. Что делать? а в случае, когда, допустим, там у вас сравнивается с каким-то OpenAI, она-то Ну как да. это делает?
То есть она куда Они тоже на загружает? этих бенчмарках. Ну, так они тоже на этих бенчмарках проверяются. Ну, на некоторых. Но не очень понятно, что тестируется. Допустим, они какую базу данных используют? Ну, там, SQL, Lite, там, Postgres или что у них? Как Ничего они не хранят? используют. Нет, они в memory засовывают. К себе в окно. То есть там данные, У них нет помещающиеся... никаких баз данных. То есть, получается, вы Они не умеют. сравниваете... То есть, получается, тест заключается в чем? Мы запихиваем в контекстное окно какие-то Да, диалоги, и да, в случае OpenAI мы говорим, а найди-ка мне вот такую информацию. Она такая, оп, да, нашла или не да. нашла. Ну, как бы А вы, всегда. а вы, В случае с... А мы засовываем в memory вместо окна. ну да, я это и хотел сказать. Ты меня опередил, как обычно. Ладно, так, до чего Не, но мы дело в дошли? том, что это важный момент, что, конечно же, на больших данных никакие модели просто не в состоянии вообще. То есть они проигрывают просто любой системе памяти. Любой. Они просто вообще Так, не могут в это. хорошо, мы тут доходим до таких вопросов, на которые я могу ответить, а ты тогда надо запрувить. Ты уже, в принципе, отвечал, ну так, чтобы пользователи были довольны. Как агенты обмениваются информацией через сообщение, API или базу данных? Ты говорил, что они обмениваются через memory, Через базу правильно? данных, да. Да, через базу данных, через сервис курьера, subscription, когда они подписываются на события в базе данных. И это и есть, по сути, их дергает это событие. Это событие может быть все, что угодно. Не надо обязательно сообщение посылать. Можно просто изменить. Вот она, например, вы меняете какой-то файл. Работаете над документом. Вот два агента работают над документом. Один работает над документом, второй слушает изменения в этом документе. Вы сделали изменения в документе, агент получил нотификацию о том, что в базе данных изменился документ, и идет смотреть в этот документ. Все. Хорошо, а вот вопрос, просто вопросики. Может ли плохая координация привести к неправильному, ну, тут написано обучение, но тут, наверное, сохранение в базу данных памяти. То есть, Нет, сохранение базы данных вообще не имеет никакого отношения к этому, она сохраняется отдельно. Ну, в смысле, сохраняется. Положили данные, оно сохраняется, все. А координация может повлиять на результат вашей хорошо, работы. а последний вопрос в этом аспекте. Есть ли какие-то у вас инструменты для профилирования системы, чтобы понять, что где происходит и что пошло не так? Ну, вот же, конечно, вот error message, видите, это и есть Ну, профилирование. Там есть, подождите, зависит от какого уровня. Есть телеметрия, довольно серьезная телеметрия внутри самой семантической структуры, ко- смотри, которая кейс, отлаживает кейс. внутренние структуры семантические экстракшн и так далее. Retrieval. Вот рассмотрим кейс. Вот ты нам показывал промпт, который не удался. Бывает с каждым. Значит, если бы он получился, у тебя образовалась бы некоторая такая структура из конфигурации, которая выполняет твою задачу. И ты такую задачу выполняешь, и что-то идет не так. Есть ли у тебя возможность эту вот структуру, которая настроится из этих сварм памяти и всего, как-то пропрофилировать и понять, где сломалось, на каком этапе? Ну, опять же, что значит сломалось? Вот то, что сейчас сломалось, это просто memory не в рабочем состоянии из-за миграции последнюю версию. Она прям сказала error, не могу записать туда-то. То есть на этом уровне тебе не нужно никакой особый, то есть у тебя есть error коды. А вот то, что внутри самой памяти происходит, когда ты, например, хочешь какой-то запрос, и у тебя на этот запрос ответ не выходит. Там есть свои методы найти, что пошло не так в этом процессе. Телеметрия работы внутри памяти, как бы, она есть, да. А в чем она, в чем она представлена? Что значит телеметрия внутри памяти? Ну, она собирает данные по проходу вот по этой семантической структуре. И она может сказать, на каком месте. То есть ты можешь посмотреть на весь проход модели от запроса до того ответа, который она получила, или она не получила вообще ответа. И можно посмотреть ее путь внутри этой семантики, семантического графа, назовем так. Хотя там не один граф, там много графов. И увидеть, куда она пошла не туда по нему. Мгм. То есть прямо от промпта пользователя. Прямо от промпта пользователя.
Ну тогда получается у вас есть эта система профилирования. Ну да, только это телеметрия, не профилирование. Потому Ну, что мы ничего не профилируем. вопрос терминологии. Профилирование не Слушай, поймет. а вот сложный кейс. Вот ты, опять же, возвращаясь к твоему промпту, ты там описал достаточно такой сложный, там, возьми это, отнеси туда, там, Ну курьерами да. доставляй сюда. И ошибок у нас нету. Мы запускаем промпт, но понимаем, что кто-то кому-то что-то не доставил. Ну да, но есть логи. 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 Ну, все логируется, конечно. Все логируется. По логам, тем же самым агентам, сказать, посмотри логи. Да, легко просто. Что пошло не так? Окей. Так, ну у меня вопросы исчерпались, а пользователи притомились. Давайте перейдем Давайте про к... блокчейн тогда. Да, И 19 всё. пользователей нас слушают, 48 лайков. В общем, неплохо. Блокчейн. Блокчейн. Ну, память у нас еще не стартанула. Она собирается. Ну, ты Может можешь быть, она разогревать пока. начинает. Ну Сколько да, я стоит? пока просто покажу что-то Мгм. здесь, может быть. О, кстати, так вот видно лучше намного. Ну, потому что я только один экран. Да. Давайте спросим у нее. Ну вот, может, он что-нибудь расскажет нам. М. Пожжем немножко токенов. Биг. М? Ну, я смотрю, у тебя проект Биг называется. Большой. Нет, биг это просто так называется диск. А, Это не м. проект. Это же локально. Медиа биг. Мои 4 терабайта, от которых осталось там, А пока оно кажется, вот 200. думает, мне вот интересно, а мы можем глянуть, как это вот все работает через без пи, например, взять кодекс чистый и Попробуйте. Как бы. Да, там только надо там зарегистрировать MCP. Но лучше делать это через роменного агента. Ромен агент, он Gosh agent в репозитории Rust агент. Он умеет поднимать подключаться к этим LLM-кам, устанавливать им. Ну вот. Что такое swarm package? Я просто читаю, что он пишет. Это переносимо проверяемый снапшот описания сварма. Какие есть роли, агенты, модели, tools, скиллы, loops, process и артефакты. Это не живые сессии, не токены, не приватные ключи. Зачем нужны? Переносимость. Собрать сварм один раз, установить другой namespace в другой машине. Пакет имеет SHA-256 как канонического содержимого. Видно, какие роли инструменты процесса будут запущены. Raw-секреты не попадают в пакет, credentials должны быть ссылками на там всякие секреты. Пакетч можно экспортировать, загрузить в Package Store. Вот эту фразу запомним. Загрузить в Package Store, потом установить и заспавнить агентов. Это канонический JSON-L. У него там есть структура. Значит, то есть это как бы некий стандарт, который мы выработали для описания свармов. У них есть, ну вот, есть пакет, есть роль, есть агент, модельный endpoint, вот это, или модельный раутер, тоже запомним это, секундочку. Тулы, скиллы, ресурсы, какие-то артефакты, процессы, луп и схема команд. Значит,
Ну, вот для моего автокод сварма пакетч описывал бы машину, роли, вот эти вот протоколы, тул и так далее. То есть вы как бы описываете целиком всех агентов в этом случае. То есть, по сути дела, вот то, что я до того писал в виде промпта, описывается в структурном виде JSON-L, значит, некого описания, в котором, значит, есть вот эти вот все нужные как бы описания взаимодействия всех агентов внутри этого сварма. Теперь, кроме этого, ну, то есть это как некий MCP surface, такой как MCP, но только для сварма, для как бы харнеса агентов. Значит, что произойдет следующим шагом? Следующим шагом можно эти пакеты, то есть следующим шагом будет магазин пакетов, ну, магазин в данном случае просто имеется в виду store, в котором на блокчейне, на Аки Наки, в котором вы можете эти свои свармы готовить. Сейчас объясню, почему это имеет вообще смысл. И другие люди могут их найти, посмотреть и забрать себе для своих, ну, для своей работы. Работать они будут с их памятью. Ну, тот, кто установил у себя, естественно, будет работать со своей памятью. Но есть вот две вещи. Значит, вы сможете в пакете, то есть уже сейчас можно в пакете описать model endpoint, ну, токен endpoint, и можете раздавать свои токены, в принципе, для работы с вашими, как бы, с вашими пакетами. И в этом случае вы можете зарабатывать на продаже этих токенов какой-то процент. Кроме того, вы можете добавить ресурсы, например, связанные с вашей инстансом памяти, и тогда агенты могут пользоваться данными из вашей памяти для работы в другой памяти. Что это дает? Например, вы можете создать какого-нибудь агента финансового аналитика или там мега-трейдер, мега-успешный трейдер. Вы можете указать ваш endpoint, который будет транслировать какую-нибудь модель, с которой вы научили работать ваших агентов. Например, вы сами натренировали модель какую-нибудь финансовую, ну или вы используете, или там у вас есть какая-то секретный соус, там, я не знаю, какие-нибудь препромпты, оборачивание промптов вокруг там какой-нибудь опуса или чат GPT или что-нибудь еще. И вы можете как бы завернуть это. Плюс к этому вы можете дать еще данные, которые будут лежать у вас в памяти, которые, например, как данные финансовой аналитики какие-нибудь, которые вы даете, которым вы даете воспользоваться вашими агентами, если они используют ваши модельные токены. То есть вы зарабатываете на перепродаже токенов, а как бы value, который вы даете людям, это вот этот вот, собственно, harness, который вы построили, который использует данные ваши, какие-нибудь секретные, ну не секретные, ваши. Вы там специалист в чем-нибудь, вы эти данные положили к себе в память, или там вы натренировали модель, как бы сделали так, чтобы модель работала как-то вот, ну, например, вот для этого трейдера. Если вы там показали, вы там как-то научили этих агентов анализировать как-то данные по-особенному, там, я не знаю, строить какие-нибудь прогнозы, графики, еще что-нибудь, читать какие-нибудь отчеты, или загрузили ему там миллион отчетов, на которых он там может это все использовать и так далее. Но вы не отдаете это все как бы в паблик, вы создаете вот этот свой harness, и кто-то может взять harness себе, трейдить, используя вашего агента, а вы получаете просто какой-то процент, например, от токенов, которым этот ваш пользователь пользуется. Вот такая вот модель. И это все будет работать на Аки Наки, то есть будет этот как бы магазин, store, в котором кто угодно может размещать вот эти вот сварм-пакеты. А сварм-пакет создается прямо вот здесь, как я уже показывал. То есть, собственно, вот таким промптом или там любым промптом вы создаете. То есть, грубо говоря, любой сварм, который вы создаете здесь, и в течение времени улучшаете. Да, тоже можно улучшать же дополнительных агентов, там чему-то их учить, какую-нибудь информацию в память загружать.
все, что вы здесь делаете в этом сварме, оно сохраняется как пакет. После этого вы берете, делаете просто сварм пакет экспорт. Потом я добавлю прямо сюда в эти команды добавлю swarm package list. Ну, лист не в смысле листа, в смысле листинг, да, не знаю, как будет по-другому называться, но суть в том, что Publish. типа publish, да, publish, нормальное название. Swarm package publish. Отсюда можно будет прямо публиковать это на блокчейн. Вот. И, собственно, вся ваша конфигурация уедет на блокчейн. И все. Вот Блокчейн причем тут будет блокчейн. выполнять роль биллинга, я так понимаю. Да, блокчейн будет выполнять роль биллинга, причем этот биллинг, он будет устроен так, что если вы продаете свои токены, то, биллинг, стриминг, то есть вам не нужно как бы рассчитывать на то, что там человек, я не знаю, будет вам или не будет вам эти токены отдавать, потому что вы будете инкрементально платить там за каждую сколько-то токенов, вы платите, и он дает вам сколько-то токенов, вы платите и так далее. То есть, в смысле, что даже если он там не будет давать вам токены, то вы немного денег потеряете на это. Вот, соответственно, вот такие дела. А сама система биллинга, она уже как-то продумана, там, escrow или, как ты сказал, инкрементально Нет, с я кошелька? сказал, я сказал, никакого escrow, будет просто incremental. Окей. А вот такой вопрос. Вот если развить этот кейс, типа кто-то сделал свой пакетж Swarm с секретным соусом, данными своими, Мгм. ну, для трейдинга, допустим, этот кейс. А Мгм. другой человек, соответственно, его ценная информация, это его объемы, и куда он управляет свой взор, так сказать. Эти данные, они уходят владельцу? Нет, они только строго, вот есть же для этого и есть разделение агентской памяти. То есть агенты читают из вашей памяти, например, нужные данные, а записывают в память, ту память, которая не установлена. Ну, так, значит, получается, чтобы агент пакет Swarm выполнил задачу, например, там, спрогнозируй мне мою сделку покупки Мгм. такого-то объема, такого-то токена. И, соответственно, чтобы ответ произошел, все-таки владелец должен будет, память владельца Swarm пакеджа должна получить эти данные. Нет, она Почему? должна отдать свои данные для того, чтобы на их основе э, там только на чтение, он не может туда писать. То есть у агента Хорошо. Хорошо, только на тогда чтение. получается, у пользователя этого есть возможность этот секретный соус высербать. Это уже дальше просто делаете это с помощью рейт-лимитов, потому что по-другому это никак не работает. То есть любой доступ к любым данным можно заабьюзить, и это не наша проблема. В смысле, это везде такая проблема есть, просто сделайте рейт-лимит, и все. Ну ладно, тут вот вопрос оперативности еще может быть. Окей. Глазик, у тебя был вопрос какой-то? Да, нет, Я слышу. Нет? нет. Э, Митя, а ты это вот, то, что про блокчейн, вот ты сказал, вот это вот оно и есть, да? Да. Ну да. М. Это приходил сегодня Эндрю Тасил и спрашивал конкретно, можно было ли это сделать без блокчейна? Это И нет. вот, надеюсь, он Глазик, можно? получил ответ свой. Я думаю, ответ здесь такой, можно, но зачем? Ну, если можно с блокчейном, вот именно. Я Нет, согласен. нет, если можно без блокчейна, но зачем без блокчейна? С блокчейном интереснее. Штокена. Нет, ну на самом деле, смотри, блокчейн же универсальный слой эквайринга и без доверия, с некоторой какой-то потенциальной экосистемой. И я так понимаю, в потенциале, в каком-то будущем удаленном, возможно, очень, мы будем получать преимущество от этого. Ну, в смысле, система будет получать от этого преимущество. Простоты Не знаю. биллинга. Нет? М? А, хорошо, а публикация этих сварм пакеджей, она что-то стоит, как-то тарифицируется?
Нет, пакеты, публикация, как на блокчейне, когда публикуешь, смарт-контракт, то что ты платишь? Ну а чего стоит публикация одного такого увесистого, хорошего, продуманного пакеджа? Вот, например, Я не твоего знаю, пакеджа, центы какие-то. цента. А вот если ты все свои свармы опубликовал бы, сколько ты заплатил бы? Я не помню, я не следил. $1? Я не Больше? следил. Нет, какие-то, это много. Слушай, Хорошо. Митя, а может, расскажешь подробнее про... Мы с тобой обсуждали это ранее, про как поделиться подпиской, например, с другим человеком. Есть такие возможности? По-моему, ты говорил, что они есть. Подожди, он опять... Так а Митя же вроде только что рассказал это. Окей. Нет, Может, в я... смысле, через сварм пакедж. Скажи еще раз. Ну, про делегацию подписки, так скажем, от другого Это человека. свар-пакет, да? Окей, класс. А вот, кстати, расширяю этот вопрос, повышая ставки. Могу ли я сделать сварм пакедж, например, бесплатно для определенного участника системы? М, Еще раз скажи, потому что он как бы заработал, видишь. Подождите. Ну, если я хочу поделиться пакеджем с определенным человеком и не хочу с него брать деньги, например, Мгм. Глазику хочу отдать какой-то свой секретный соус, и только чтобы Глазик имел к нему доступ. Мгм. Так, И секундочку. Ты... все мертвые, все трое. Так, Яр, Мгм. Продолжайте. да. Ну так вот, я хочу сделать сварм пакедж со своим секретным соусом и поделиться с Глазиком. И только с Да. Глазиком, бесплатно. Только с Без Глазиком просто перешли ему пакетч, и все. Пакетч, экспорт, это JSON-L просто данные. Ты просто берешь, вот здесь вот делаешь То есть, другими словами, экспорт, а Глазик просто делает package install. можно, оказывается, и без блокчейна. То есть, как Вот. только вот Можно. это вот Нет, эти это команды... один на один можно без блокчейна. Но рынок, много денег ты таким образом не заработаешь, как бы. Понятно, но у нас другой же кейс мы рассматриваем. Ну, Ну, вот окей, смотрите, блокчейн же он для чего нужен вообще? Для глобальной заработал. координации. Нет, это понятно. Нет. Что делает хорошо блокчейн? Ну, консенсус, глобальная координация. Ну, так вот для этого мы блокчейн используем. Подожди-ка, а как же тогда, если ты делаешь такое утверждение, то как же тогда мы с Владиком будем координироваться? То есть мы все равно будем блокчейн использовать? То есть я делаю пакетж с своими там соусами, делаю Мгм. экспорт, Владик делает импорт. И оно будет работать или не будет работать? Сейчас я буду ругаться матом, как я это делаю обычно. Как Владик... Продолжайте. Достаточно М. мягко ты как-то. Я старался на камеру, так сказать. заинтриговал. Да, настолько испугался. Да что ты не можешь диспатч-то? Да не надо. Сейчас мы будем долго пререкаться. Чтобы ему угрожать. Ну, я сейчас начну, да. Мне кажется, тебе нужно использовать Cloud 4.8 для таких. Whitelisted. Нет, он не whitelisted, он прав. Ну, как бы ладно. У него, видите, как бы есть, как сказать. Ладно, вот он пишет, что надо делать уже. Ну, давайте сделаем, ладно, хрен с ним.
А вы не видите этого. Не Этой видим. вакханалии. Сейчас я перешарю, подождите. Сейчас, как это делается? Вакханалия. Ну вот он их там рестартовал все. Ну и что-то, что он... Это я, понятно, он с последнего и рестартовал. Не то сделал. Да. Окей, ну ладно, не буду дальше вас мучить. Нет, ты можешь Так нас давай мучить, но добьем, наоборот как-то прикольный вайп у нас сейчас. добьем кейс с координацией, это не очень понял. Ты говоришь, блокчейн нужен для координации, а мы с глазиком берем, обмениваемся этим пакеджами без блокчейна. Блокчейн-то будет в нашем случае использоваться или нет? Значит, блокчейн будет ли использоваться, когда у вас с глазиком, если вы просто с глазиком поделитесь пакеджем, Да. ну, как бы ты поделишься пакеджем, если в пакедже ты напишешь, что они должны, ну, что он должен пользоваться твоими токенами, то блокчейн будет использоваться для биллинга, естественно. То есть бесплатно глазик не сможет пользоваться все-таки. Ну, напиши ему, не знаю, честно говоря. Ну, то есть, нет, почему? Ты можешь ему дать API свой и будет пользоваться бесплатно. Ну, пока это непонятно. Я понимаю, про какой use case ты говоришь, но это не... Просто не очень понятно, зачем вот этот импорт-экспорт, если все равно нужен блокчейн. То есть, вроде как Нет, смысл подожди, теряется. ну не, еще раз, ну ты же не обязательно там можешь указывать этот API. Ты импорт-экспорт просто можешь взять свой сварм и перенести в другое место. Все. Ну, Ты же в конце концов в сварме можешь указать, просто используй там, я не знаю, Anthropic API. Все. ну, так В чем проблема? проблема как раз-таки вот в том, что мы же рассматриваем кейс. Я настроил свою подписку вот в этот пакетж и экспортирую. Говорю, Владик, вот, пользуйся. Но ты говоришь, нет, подписку ты не можешь используй токен этот API. Суть-то в чем вопрос-то вот в том, чтобы вот есть подписка, я хочу ей поделиться глазиком через эту систему. Ну, это не так работает. То есть, ну, тут Может, вопрос был про блокчейн. ну да, Так, я отвечал на вопрос про блокчейн. Как поделиться подпиской – отдельный вопрос. секретный соус. Ну, нет, не то, чтобы очень секретно, но как бы это, ну, это отдельный use case совсем. Хорошо. Я Круто, думаю, ну, важнее то, что можно поделиться подпиской за деньги. Глаз, ну, вариантов нет, придется платить. понятно, я все понял. Хорошо, ну, неважно. Окей. Э, Ну, давайте, может, тогда зафиналим. Давайте. Вот, и было бы Пока классно, еще не наверное. работает все. Да, пока еще не работает. Хорошо, Пока еще не ставим все работает, так скажем. пока что еще не все работает. Вот, итог. Хотелось бы договориться, наверное, о какой-то следующей встрече. Я думаю, недельки через 2. Как ты думаешь, Митя? Ну, я, пожалуйста. Супер. Ну Но мы в и любом случае, ну, мы сейчас это, как бы вот эти там, я не знаю, что там, это, баги, наверное, пофиксим и выложим все равно. да, Финальчик Иначе. от Ильяра. Смотри, Митя, не буду спрашивать тебя страшных слов, таких там, когда. Я спрошу по-другому. Какой триггер нужно увидеть, чтобы то, что показывал Роман сегодня, попытаться воспроизвести, то, что ты показывал? То есть это Вот мы что? сейчас зальем, вот мы зальем последнюю версию, так вот эти вот баги, которые вылезли сейчас, поправим. Подожди, ну, ты не отвечаешь на вопрос. Там вы зальете, там, не знаю, делаете коммиты. Ну, вот, в каком Да. репозитории, какая там версия? То есть надо как-то А, обозначить. Когда мы ну, зарелизим то-то и то-то, вот тогда вы сможете делать это, то, что мы Репозиторий показывали. GOSH.AI, GOSH-.AI. Когда там появится новый релиз, любой, с этого момента можно смотреть.
Ну, в смысле, можно и сейчас как бы смотреть, но... То есть память-то и сейчас там рабочая. Да, нужно обязательно только нужно сказать, что память, там есть две репозитории, есть memory, а есть Star Trek называется. Вот надо смотреть Star Trek, потому что memory пока обновляться не будет, это такая публичная совсем репозитория, в смысле такая MIT лицензия. А мы работаем в Star Trek, потому что там есть всякие enterprise фичи, вот эти ACL и все прочее, они под GPL идут лицензии. Ну, вам-то, наверное, все равно, потому что это ничего ни на что не влияет для вас. Вот, ну, в общем, смотреть надо туда. Но мы сделаем отдельный анонс, когда мы зарелизимся, так уже в версии, которая нас более-менее удовлетворяет. Окей, только это уже понятнее. То есть, как только будет анонс в канале Будет Gosh, в каком канале? GOSH.AI? Канал Канал называется как? называется Где? Gosh. Куда подписываться? Ну, Что будет подписываться? релиз, на самом деле. Смотри, мы же сейчас делаем публичное, вот, так сказать, Не, ну, мероприятие. в Аки Говорим Наки оно пользователям, тоже будет. подпишитесь на что, чтобы дождаться этого анонса. Я думаю, что подписаться на Аки Наки Announcement Channel это самое лучшее, потому что там есть в Отлично. результате все. Или на мой твиттер, кстати. И да, есть еще Гош, нижнее подчеркивание, Саш. Такой Есть Гоша канал. Саш, есть Мгм. мой твиттер. Можно туда подписаться. Я там обычно все выкладываю, что как бы готово к выкладке. Ну окей, давайте я тогда за финалю. Спасибо, Митя, что пришел. Было очень интересно. Мы, конечно, до Спасибо конца вам. не поняли, как этим пользоваться, но это, так скажем, первый наш шаг. Я думаю, мы через 2 недельки сделаем еще один воркшоп, который, ну, на котором мы на практике посмотрим, как это работает. Да. Все, супер. Спасибо. До встречи. До встречи. Давайте. Пока. Чао.